Всем привет! Сегодня я хочу показать вам мастер-класс по такому милому ангелочку, который выполняется очень просто и легко, и его можно использовать как игрушку на елочку, либо как еще какой-нибудь декор. Например, та же гирлянда, которую я не устаю повторять, можно будет навесить и ангелочков, и елочки, все подряд. Для этого нам потребуется хлопковый шпагат. У меня это 4 миллиметра, но я также рекомендую взять и больше его, и будет пышнее тогда. Еще нам нужна будет бусина для головы, и вот бусина, дырочка у бусины должна быть такого хорошего размера, чтобы шпагат наш прошел. И крючок, вот, который я буду использовать, тоже у меня проходит, чтобы зацепить этот шпагат, также ножницы и дополнительные отрезки. Первый наш отрезок, он 30 сантиметров в длину имеет, и сейчас, как я уже говорила, я буду протягивать с помощью крючка вот так вот, чтобы у нас создалась петелька. Здесь шпагат немного ведет себя некрасиво, но нужно просто его выправить, и все будет достаточно нормально. Далее, смотрите, сверху я еще ничем не закрепляю, хотя можно было какую-нибудь ниточку бы тоже намотать, но мне показалось, что и так будет вполне нормально, сверху точно никуда ничего не будет вываливаться. Далее я просто закреплю вот эту петельку, чтобы ничего никуда не ерзало, и используя отрезки по 20 сантиметров, у меня их будет 6 штучек, приступлю к плетению, я бы так сказала. Мы складываем наш первый отрезок пополам и кладем его под наше тельце. Второй отрезок мы тоже кладем пополам, складываем и таким вот нехитрым образом продеваем, затягиваем, и у нас получается левосторонний квадратный узел. Это может напомнить вам плетение листочка, да, по-любому, если кто-то делал из вас листики макраме, то вы знаете, что они делаются точно таким же образом. И чтобы у нас всегда были левосторонние узелки, мы должны повторить всегда, первую мы кладем под низ, и концы смотрят вправо, а вторую уже продеваем так, как я показываю. И так мы проделываем со всеми 6 отрезками. Если вы хотите, чтобы у вас был узелок не левосторонний, а правосторонний, то нужно делать все с точностью наоборот. Отрезок, который первый под тельце кладется, в другую сторону должен смотреть. Также еще можно чередовать, левосторонний, правосторонний. Я думаю, что вы это понимаете, и у вас это получится у самих, да, то есть если это захочется. Мне всегда хочется, чтобы в одну сторону смотрел, что листики, что вот, например, ангелок. Далее я с помощью щетки буду делать бахрому. Если у вас нет щетки, то можете взять какую-нибудь расческу мелкую, да, которая, и ей тоже почесать, чтобы у нас шпагат наш стал пышным. Вот, крылышки становятся пышнее, а тельце такое, не очень пышное, но достаточно, мне кажется, интересное. Далее, естественно, нам остается взять в руки ножницы и подрезать крылья, как бы страшно это ни звучало, но сделать их более симпатичными. Это можно просто по линеечке, да, подрезать ровненько, либо закруглить, либо сделать какие-либо фигурные. А с одной и с другой стороны, и тельце, хвостик вот этот я тоже чуть-чуть буду подрезать. Надеюсь, что у вас не возникло вообще никаких вопросов, проблем. Мне кажется, что это прям реально самый такой понятный 5-минутный мастер-класс. Также, мне кажется, можно разнообразить этих ангелочков, если сделать их разных цветов, да? Либо тельце одного цвета, а крылышки других цветов. Вот. Все полностью подрезав, вот у меня получилось 2 таких ангела. Видите, узелки смотрят в разные стороны, у одного, у второго, даже если я их переверну. Так что у меня такие получились братья-близнецы. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, мне будет очень приятно. До встречи в новых видео. Пока-пока.